Белый шнур– линия талии. Охват талии. Охват бедер. Самая широкая часть. Охват груди. Высота спины от седьмого шейного позвонка до линии талии. Длина плеча от основания шеи. Ширину спины измеряю сверху, так как мерки снимаю сама. Длина рукава. Охват руки сверху, самая широкая часть. Длина изделия от основания шеи через точку груди. Использую миллиметровку. Складываю ее пополам. Сгиб– это центр спинки. Ставлю точку. От этой точки вниз отмеряю длину спины. Будет линия талии. Длину спины делю пополам, получаю уровень груди. На линии талии отмеряю 1/4 охвата талии. На линии груди отмеряю 1/4 охвата груди. От талии вниз отмеряю 20 сантиметров. Высота бедер. Моя реальная высота бедер 24 сантиметра. Но я беру меньше, чтобы визуально сделать фигуру стройней. На линии бедер отмеряю 1/4 охвата бедер. Перехожу к верхней точке. Отмеряю 9 сантиметров вправо. Ширина горловины. Из получившейся точки вверх 3 сантиметра. Глубина горловины. По линии груди отмеряю 1/2 ширины спины. Из этой точки вверх провожу прямую, параллельную центру спинки. Из наивысшей точки горловины тоже провожу прямую, параллельную линии груди. Из пересечения этих точек вниз отмеряю 2 сантиметра. Наклон плеча. Если у вас покатые плечи, можно 2,5. Если прямые, то 1,5. Соединяю получившуюся точку с наивысшей точкой горловины. Получаю наклон плеча. По этой линии из наивысшей точки горловины отмеряю длину плеча. Под прямым углом получаю направление для проймы. Рисую пройму.
Из наивысшей точки плеча отмеряю длину изделия. Рисую низ платья. Оно будет немного зауженное, поэтому линия короче на 2 см ширины бедер. Соединяю точки. Линия между талией и бедрами должна быть плавной, повторяющей изгиб бедер, поэтому рисую ее от руки. Деталь спинки готова. Переснимаю ее на кальку. Сразу 2 половинки. Деталь полочки будем строить на основании детали спинки. Основные изменения будут вот здесь. Я углубляю горловину на 5 см. Поднимаю верхнюю точку плеча на 1 см. Нижнюю точку плеча на полсантиметра. Под прямым углом получаю новое направление для проймы. Угол плеча и горловины тоже должен быть прямым. Выравниваю его. Деталь полочки готова. Моделирование. Сначала рисую вырез запаха. Запах у меня смещен от центра. Переснимаю на отдельный кусочек кальки деталь нижней юбки. Деталь нужна только до талии. Моделирую деталь переда. Сбоку отмечаю место, где будет сборка. Сборка должна начаться выше линии бедра.
Делаю косые надрезы. Их может быть сколько угодно. Раскрываю детали выкройки. У меня расстояние 4, 3, 5 сантиметров. Можно раздвинуть еще больше. Это будет зависеть от желаемого объема. Фиксирую детали на кальке. Восстанавливаю плавную боковую линию. Место сборки нужно отметить на детали нижней юбки. И на детали спинки. Сборка по спинке должна быть с другой стороны. Также моделирую деталь спинки. Косых линий меньше, чтобы сборки получилось меньше. Место сборки по спинке нужно также отметить на детали полочки. Раскраиваю детали с припусками 1 см. Ворс направлен вверх, если вы используете бархат. Долевая указана на выкройках.